Всем привет! Все никак не доходят у меня руки до восстановления самих станков, реализации задуманных планов, но недавно я над этим задумался и подумал, что надо бы с чего-то начинать. Начинать в итоге я надумал вот с этого стакана, а именно увеличение вертикального хода консоли. Вообще конкретно по НГФу не сказать, что планов очень много, но довольно достаточно. Ну, начать хотя бы с того, что у меня порядка полугода уже валяется вот такой маленький частотный преобразователь, который я покупал специально для НГФа. Мощностью всего 750 Вт. Ну, я думаю, все уже знакомы с этими вещами, продающимися на Алиэкспрессе. Также в планах были сальники и восстановление хоть какое-то внешнего вида станка. Ну, естественно, доделка вертикальной фрезерной головки. Но пока самая такая насущная проблема, не требующая отлагательств, это вертикальный ход стола. Если кто-то задумывался над этим хоть раз, я думаю, уже смотрел все варианты решения данной проблемы, ну и в общем полностью в курсе. А для всех остальных обозначу саму проблему, ну и варианты ее решения. Вот такую картину мы наблюдаем на стандартном немодернизированном НГФе. Консоль опускается только до такого состояния. При этом снизу можно видеть, что направляющие присутствуют, и они абсолютно рабочие, но полному опусканию мешает стакан. При этом снизу остается довольно внушительное расстояние, то есть именно настолько можно увеличить вертикальный ход. Ну, конечно, кроме тех случаев, когда вот сюда подкладывают какую-то проставку и отделяют колонну от основания промежуточной проставкой. Тогда, конечно же, подъем стола вообще не ограничен. Самые большие неудобства при этом испытывают владельцы вертикальных фрезерных головок стандартных, которые размещаются вот на этом уровне. Соответственно, инструмент у них идет ниже, чем сейчас у меня стоит плита. У меня такой головки нет, по этой причине я крепил свою вертикальную головку прямо на хобот. Но теперь у меня есть долбежная головка. А долбежную головку на хобот крепить уже крайне нежелательно. Ну, понятно, что ввиду значительной потери жесткости. Также у меня есть вот такой стол из плит ОСП, который я планировал периодически снимать, когда мне это понадобится. Но за полгода пользования этим столом я снимал лишь заднюю плиту 1 или 2 раза. И то потому, что в задней части я пытался делать автоподачу. А по факту получается, что этот стол, как я поставил, так он и стоит. Он дает по высоте 30 мм. То есть, соответственно, проблем с доставанием до оси горизонтального шпинделя с этими плитами в принципе не может быть. Потому что стол поднимается выше оси. Но при этом не достает до торца вертикального шпинделя. Хотя и что-либо обрабатывать вот в таком положении уже фактически нереально. Поэтому такая высота здесь пока избыточна. Ну, надеюсь, что с самой проблемой вопросов не возникнет. Теперь давайте вернемся к вариантам ее решения. Первый, самый основной и в принципе, наверное, самый простой вариант окончательного решения проблемы – это замена винта на удлиненный. Такие винты уже пачками продаются в интернете, стоят немало. И при этом нужно изменять длину стакана. То есть стакан обрезается практически в ноль или ставится другой. Там уже фактически он не является стаканом, а является гайкой. При этом весь этот удлиненный винт уходит вниз. То есть при этом под станком должно быть свободное пространство. Как видите, у меня там тумба. И особенно это важно для станков НГФ 110 ША-3. Второй вариант решения – это просто укорачивание стакана. Если не нужно полное опускание до самого низа, то можно просто немного укоротить стакан. Ну, допустим, 5-6 сантиметров по высоте с этим способом получить можно. Третий вариант, самый заморочистый и сложный. Это когда в стакан врезают дополнительную гайку, которая имеет и внешнюю, и внутреннюю резьбу, и по сути превращает винт подъема в телескопический. И тут, я думаю, вы уже догадались, что самый быстрый способ – это просто укоротить стакан. Обрезать в 2 местах и сделать вставку из вот этой гайки ниже. И в моем случае, ввиду того, что стол поднимается чуть выше, чем нужно,
Этот вариант, в принципе, по крайней мере, как временный, подходит. Вообще, на самом деле получается, что у меня плюс еще вот этот уголок 50, соответственно, основание чуть выше. И использование удлиненного винта все же допускается. Я примерно произвел замеры, там получилось в районе 14 сантиметров до выдвижного ящика. В связи с этим дальнейшая модернизация после укорачивания стакана допускается. Причем можно как установить удлиненный винт, только винт не той длины, которую обычно продают, а гораздо короче. Либо же можно сделать тот самый телескопический стакан. Но для начала я решил начать просто с укорачивания стакана. Снимается все буквально в 2 действия. Подставил дощечку, открутил винты и поднял. Вот тот винтик откручивается следующим. Вот так выглядит сам стакан. В принципе, совершенно ничем не примечателен, кроме одной мелочи. Я не раз слышал, что вот здесь сверху есть прямо вставка с резьбой, то есть гайка. Но в данном стакане конструкция цельная. Возможно, это имеет место на версии ША-3. Деталь отлично забазировалась. Центром чисто подстраховываю. Упирается он там в резьбу, поэтому только чуть-чуть поджал и все. По торцу прижал к кулачкам и никаких биений критических нет. Первым делом буду изготавливать гайку вот в этой части. И нужно иметь в виду, что эта гайка будет упорной. Поэтому желательно оставить бортик. Но выгоднее его сделать не с этой стороны, а вот с этой. Из-за того, что здесь диаметр больше, а располагаться она в будущем будет вот здесь. Основные размеры я снял заранее, но даже вот в таком положении можно сделать вот так. Длина резьбы в районе 46 мм. Буртик нужно сделать миллиметров 10, 8-10, я думаю, не меньше. Резать решил вот по этому отверстию, чуть ниже. Это примерно равняется самому низкому положению. При этом консоль уже, скорее всего, упрется вот в этот фланец, в нижнюю часть, если ее не обрезать.
Как я понял, чугун хорошо работает как наждачная бумага и очень быстро тупит быстрорез. Как я понял, СОЖ тоже отрицательно сказывается на чугун. Ну и, видимо, при контакте с СОЖ мелкая стружка превращается в абразив и моментально тупит резец. Ну вот и напилил исправную деталь, сделав из нее неисправную. За базовый размер я брал 46 миллиметров. Не стал делать какую-то мега натяжку, так как это все-таки чугун, а внутри резьба. Ну, в общем, все равно делать фиксирующие винты. Изначально это делать собирался. Поэтому сделал довольно слабо. Деталь еще остынет, сядет чуть плотнее. Только вот при размере 46 полностью весь цилиндр как чисто не вышел. То есть, если есть желание делать как чисто полностью, то ориентироваться надо где-то миллиметров на 47-47,5. Ну, в принципе-то оно значения не имеет. Основная нагрузка будет вот здесь, а здесь все вывелось. Фрезерный станок, как вы понимаете, у меня разобран. Поэтому я вспомнил, что у меня есть вот такая фрезерная приставка, фрезерно-сверлильная приставка. И выполню сверление отверстий под установочные винты с помощью нее. В роли делителя окружности индикаторная стойка без индикатора и выступающий кулачок. Самая большая проблема, с которой я столкнулся при вот таком сверлении, это длина сверел. Как видите, само приспособление сильно сдвинуто вдоль растяжки, но при этом поперечки, естественно, не хватает. И сверла приходится использовать короче обычных. Для фиксации, как и планировал, буду использовать вот такие установочные винты. Также сделал некоторые сверления, для того, чтобы не нужно было сильно затягивать и при этом гайка точно не сместилась. Ну, честно скажу, что не с первого раза, но попал. Также при финишной сборке соберу все это на анаэробный герметик, он же фиксатор резьбы. Потом немного подторцую и буду устанавливать. Вот такая деталь получилась. Отверстие затыкал кусочком тряпки, чтобы потом не пришлось промывать резьбу от чугуна и масла. Ну а в целом тут все довольно просто. Единственное, что возможно придется будет подрезать какой-то фрагмент, для того чтобы консоль не упиралась в этот фланец. Но общие размеры я брал совсем на глаз, так что выяснится это в ходе примерки. Вот до такой степени опускается консоль без доработки фланца стакана. Как говорится, аппетит приходит во время еды. У меня тут есть некие пометки, прямо царапки по верхнему слою краски, и теперь можно проверить реальную величину смещения. Это верхняя точка до и после. Итого, ну, грубо говоря, 76 мм. Вот именно настолько, по идее, нужно удлинить винт. И на данный момент я уже измерил оставшееся снизу расстояние при максимальном опускании. Свободный запас там получился 75 мм. То есть, в принципе, у меня есть возможность либо сделать телескопическое выдвижение винта, либо удлинить винт
на те же 75 мм. Соответственно, есть возможность вернуться в то же положение. Ну а пока я не решу, что буду делать дальше, буду использовать станок так. Фактически в большинстве случаев я использую тиски, и высоты подъема мне за глаза. Тиски высотой более чем 75 мм, там почти сотка. В итоге добился опускания консоли вот до такой степени. Кажется, что здесь есть зазор, он на самом деле здесь есть, но консоль отлита неровно, и с правой стороны он прижимается вплотную. То есть здесь с этим уже ничего не сделать, ну если не пилить консоль. Нижняя часть стакана, ну его фланец, выглядит теперь вот так. Обрезал я здесь 15 мм. И плюс еще пришлось сделать наклонный срез болгаркой, напильником. Путем нескольких съемов и примерок получилось вот так. С виду кажется, что это перебор, но внутри консоль отлита крайне коряво. Чтобы доработать эту часть, ее лучше тогда демонтировать. Ну, в мои планы демонтаж не входил, поэтому я снял побольше со стакана. В итоге мой НГФ стал еще чуть более удобен. В принципе, остальных ходов мне хватает за глаза. Спасает, конечно, вертикальная фрезерная головка на хоботе, которая позволяет значительно расширять поперечный ход. Так что дальнейших планов по увеличению ходов пока нет. Ну, кроме возможного варианта замены все-таки винта, который мне кажется более перспективным, чем городить конструкцию с телескопическим выдвижением этого винта. Больно она сложная и затрудняет все это дело, а нужно увеличить длину винта всего на 7,5 см. Ну а в рамках данного видео у меня все. Всем спасибо за просмотр. До свидания.